Всем привет! У нас сегодня необычный пациент, вот такой винтажный RockShox SID. Из бородатых годов, еще с прямым штоком, Motion Control Damper Dual Air, внезапная, открытые дропы. Приехал на ТО, состояние, судя по внешнему виду, довольно печальное. Ну что, в общем, будем открывать, будем смотреть. Будем думать. Перво-наперво, с чего нужно начать, нужно спустить давление. Вилка у нас Dual Air, это что значит? Это значит, что у нее две независимые воздушные камеры. Позитивная и негативная. Спускаем камеры. Ну, масло хотя бы есть. Не того цвета, какого должно быть, но оно хотя бы есть. Вот все. Теперь можно приступать к работе. Мелкие детали сложим куда-нибудь, чтобы не потерять. Так, начнем снизу. Что, значит, мы тут у нас имеем? Вот эта пластиковая штукенция вынимается без использования инструмента. Только вот ее так потянуть надо. Вот. Иногда теряется во время покатушек. Но, в принципе, заменяется обычным шестигранником. Вот здесь, не знаю, видно, не видно, просто обычный шестигранник на пятак. Ну, в общем, он там есть. Просто выкручиваете вот так. Совсем до конца пока выкручивать не нужно. Так, вот выкрутилось, чуть закрутить на пару-тройку витков. Пока пусть остается так. С этой стороны у нас такая, не знаю даже назвать, не гайка, а скорее трубочка с резьбой. Очень алюминиевая, очень мягкая. Берем трещотку. Откручиваю. Ну, резьба обычная, то есть все в обратную сторону крутить не нужно. Резьбы тут много, поэтому крутить тоже придется долго. Вилку, похоже, долго не разбирали, и там все прикипевшее. Но чтобы оно как-то разобралось, нам нужно немножко помочь. Вот, эту стронули. Вот здесь вот берем шестигранник, упираем в болт. Главное, чтобы он был немножко закручен в резьбу. И вот так тоже. Вот. Все. Теперь выкручиваем до конца все гайки. Вот такая вот забавная гайка. Потеряете, фиг найдете. Ну, а теперь ищем какую-нибудь емкость. То есть сейчас, наверное, что-то польется. Вот, значит, выливаем. Обращаем внимание на цвет масла. И цвет он, кстати, розовый. Опа! В общем, у меня нет слов. Господа катальцы, ухаживайте за своей техникой, потому что вот так жить нельзя. И это не просто протертость. Тут какая-то прям коррозия уже идет. Все вот эти вот борозды, это все прекрасно чувствуется. Надо посмотреть, в каком состоянии баш вот с этой стороны. Потому что у меня такое подозрение, что вот это вот все, это как раз от башей. Вынимаем поролоновые колечки. Они прячутся вот тут вот, под пыльничком. Вот они, наши хорошие, грязнющие. Ух! Резинотехнические изделия долой. Ну вот и перед нами предстает такая вот, в кавычках, красота. Грязище, дерьмище.
но масло при этом розовое. Сейчас будем чистить и как-то уже более углубленно всматриваться. Мы связались с клиентом, и он сказал следующее: собирайте как есть. Ну, хозяин-барин, будем собирать. Единственное, что бы я хотел сделать, это все-таки немножко почистить вот эти отложения под сальником, потому что они меня совсем не радуют. Вон, какое тут добро. Вот это все вот, чем наши дороги сыпят. Вот прям самый смак. Нам нужно почистить колечки. Это, конечно, очень мало поможет, но хоть как-нибудь. Вот у нас какие красивые колечки получились. А вот что было в них. Наливаем маслица. Так, пусть они впитывают. Такс. Чистим, протираем с сальника пыльники наши. Вот не забываем, вот здесь тут внутри есть такая канавка. Вот в ней скапливается очень много всякого ненужного нам добра. Вот ее мы тоже протираем. Устанавливаем. Ну, вот здесь они у нас вообще руками залезают. Если они руками не залезают, воспользуйтесь специальным инструментом или головкой подходящего диаметра, чтобы она уперлась в боковину сальника-пыльника. Здесь до конца у нас. Сейчас мы ему поможем. Помогайте инструментом. Вот эти вот пружинки лучше заранее снимите, чтобы их не повредить, не замять. Сальнички сели. Не забываем наши пружинки. Пружинки в грязи можно немножко почистить. Немножечко подкрутим, чтобы чуть-чуть усилить натяжение. Сальник будет получше обхватывать ногу. Это, конечно, ей не сильно поможет в таком-то состоянии, но хоть как-нибудь. Так вот. Надеваем резиночки, пружиночки, не забываем про них. Поролоновые колечки уже вполне готовы. Дошли до кондиции. Доварились. Вставляем их в паз между башем и сальникопыльником. Так, следите, чтобы там ничего не перекрутилось, чтобы оно лежало свободно. Так вот пальцем расправляем. Так вот, чтобы нигде никаких заметий не было. Теперь есть еще такая процедурка. Сальники желательно бы смазать. С учетом того, что ноги у нас сильно зацарапаны, это может нам хоть немножко, но помочь. Состав этот SRAM-бутер, страмовский, не знаю, масло для бутеров. По консистенции, в принципе, похоже. Смазываем вот эту вот выпуклость практически у кромки. Сейчас еще наберу немножко. Так, где он есть?
вот тут вот смазываем вот так вот, прям вот по кругу. Пальцем распределяем. Если будет много, не страшно, оно все лишнее, оно выдавится. С этой стороны то же самое. Это хоть как-то нашей побитой вилке поможет. Ну что ж, отправляем вилку в держалку, ставим штанцы на место, так вот аккуратненько, силой не нажимаем, вот, надвигаем, здесь у нас попало, здесь нет. Еще вот такой момент, что у нас Dual Air вилка, у нее с этой стороны очень длинный шток торчит, он будет немножко мешать заправлять масло, поэтому штаны нужно выдвинуть вверх максимум, насколько это получится. Такс, насколько мне помнится, в лапке у нее там идет примерно грамм 15. Но с учетом того, в каком она состоянии и то, что масло она гарантированно высыт, зальем-ка мы, наверное, 20 с небольшой горкой. А лишнее оно все равно выскочит через трещины в ногах. Подождем. Не хочет уходить. Вот. Вот так. Закручиваем болты крепления. Со стороны демпфера красный алюминиевый болт полый. Усилие, ну, примерно 10-12 нм, то есть со всей дури не тянем. В принципе, вы почувствуете, затягивает, что он как будто в невидимую стену уперся. Тогда чуть-чуть дотяните, все, и сильнее не нужно. Ну что ж, и осталось нам ее почистить сверху, обмыть, обезжирить, надуть, и можно будет пожамкать. Чуть было не забыл, вот эта вот пластиковая деталь, ну, крутилка отскока, просто вставляете в красный болт. То есть никаких инструментов, ничего не нужно, просто вставляете. Так, ну вот, собственно, вилку мы собрали. Последнее приготовление. Заглушечки закручиваем. Одну и вторую. Ну, давайте посмотрим, как оно. Лучше вот так, не будем опирать на крутилку. Так. Знаете, усилие страгивания, в принципе, относительно пристойное для вилки в таком состоянии. То есть я боялся, будет залипать, но вроде нет. Так. Motion Control. Вот сейчас это у нас что? Это у нас... Это компрессия, да? Что слышишь? А, нет, здесь нам, чтобы проверить демпфер, на руль нужна монетка. Ну, вроде работает. Ну, короче, как-то так. Мораль всего видео у нас какова? Обслуживайте свою технику вовремя, иначе будет вот так.